Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня была в магазине «Фамилия», приобрела еще некоторые вещи, так как понедельник, ну и соответственно там 7% скидка. Вот. Сейчас покажу, какие сделала покупки. Ну, в принципе, какие-то покажу в лайф-влоге. Здесь в основном покажу только то, что относится к нашему с вами хобби. Хотя, знаете, начну с одной покупки, такой косметической. Я обычно ничего не смешиваю, да, но просто решила вам показать. Вдруг кому-то это интересно будет, а будет наверняка. Я хочу вам показать вот такой вот крем от особой серии. Это серия банная. Крем для бани и сауны, универсальный. Почему его решила вам показать? Потому что он просто потрясающий. Я с ним познакомилась в 2018 году, и когда я очень сильно сгорела на пляже, то у меня на даче там ничего не было. Я, по-моему, взяла вот этот вот крем и, естественно, им воспользовалась, но что делать, в общем-то. А на дачу его взяла, потому что там банька. И, вы знаете, у меня даже температура в тот момент была, до какой степени я сильно сгорела. И когда я намазалась этим кремом, все бы вообще прошло. Довольно быстро. Да, конечно же, не за один день, но и вот это все жжение было, как-то легче проходило, и, в общем, хорошо. А вчера, когда я купила первые 2 бутылька с данным кремом, тоже в «Фамилии», я пришла и потом пошла выгуливать собаку и забыла варежки, потому что на улице было весь день как-то нормально. В общем, вернулась домой, у меня на руках микротрещины, все дела, сплошной ужас, все щипало. Я намазала этим кремом, у меня все моментально перестало щипать. Утром встала, прекрасная нормальная кожа, никаких проблем. Пахнет, липой, так как вот липа пахнет, так и этот крем пахнет. Так что очень могу посоветовать, имейте в виду, он действительно универсальный и хорошо успокаивает кожу. А теперь давайте приступим уже непосредственно к нашему хобби. Просто почему решила посоветовать, потому что, кремом, как правило, пользуются все, и такая вещь, почему бы не поделиться. Значит, в прошлом видео я показала, что я приобрела вот такую вот раскраску «Книга зверей». Это формат, по типу А5, наверное. Вот. Потом у Виолетты посмотрела обзор, он там показывал 4, что ли, раскраски. Вот. Самое интересное, что мне вот это очень понравилось, а Виолетте как раз, насколько я помню, она меньше всего понравилась. А больше всего понравилась «Книга странствий». Но вот когда я была вчера в «Фамилии», там была только вот эта раскраска, она стоила 119 рублей. Вот, Виолетта ее вообще, наверное, за 95 где-то купила. А сегодня я пришла, естественно, раз, думаю, дай посмотрю, что еще в раскрасках. И каково было мое удивление, первое, что я наткнулась, это «Книга странствий». Мне, в принципе, эта раскраска, она нормальная, хорошая, все. Но мне какая-то там другая из обзора Виолетты понравилась. Была сегодня именно такая. И честно скажу, что несмотря на то, что здесь много иллюстраций, которые я буду с удовольствием раскрашивать, возможно, если бы она стоила столько же, я бы ее не взяла. Но сегодня вот эта раскраска стоила 59 рублей. А я заплатила на 7% меньше. Так что покупка очень выгодная, конечно же, я взяла. Мы ее также с вами полистаем. Кому интересно, можете у Виолетты посмотреть, кто-то у меня посмотрит. Хорошая раскраска. Вот. Бумага, кстати. Интересно сравнить. Одинаковые, не одинаковые. Вроде как одинаковые. Оно, как видите, просто вот по формату. Вот так вот они отличаются. Вроде у Виолетты вот такой формат, у меня вот
и тот, и другой появился. В общем, такая была покупочка. Но помимо этого я обнаружила раскраску, которая у меня-то есть на самом деле. И она мне очень нравится. Это вот такая шаман Дарда Куста, Евгений Семенников, лунные мандалы, раскраски. Ну, они на черном фоне, и многие, я думаю, знают, что с одной и с другой стороны одинаковые мандалы. Можно раскрашивать, например, спиртовыми маркерами, и таким образом вы с одной стороны красите, а раскрашивается одновременно две иллюстрации. Это очень прикольно. Вот. И одно время я вообще часто красила ее. Значит, там вообще всего было две в наличии. Я сначала в корзину даже две положила, но потом, честно говоря, выложила. Цена вопроса даже дешевле, чем на складе, потому что на складе, мне кажется, я рублей за 40 покупала. А здесь 29 рублей и еще минус 7% скидка. Ну, представляете, вот эта вот прелесть просто вышла за копейки. Я ее, конечно же, взяла не себе, взяла, ну вот буду Оксане посылочку отправлять и отправлю. Ну, как бы мы из этого особо секретов не делаем, потому что хоть мы постоянно на связи, можно сказать, 24/7, и очень уже много лет подряд, но, знаете, как бы все равно и у меня раскрасок много, и у Оксаны много, и, естественно, все не упомнишь, поэтому, конечно же, я спросила. Вот. Я сначала взяла две, почему? Ну, как-то думаю, да пусть будет. А потом, ну, не знаю, конкурсов пока моем на канале не предвидится, потому что я хотела внеплановый конкурс на 3500 человек, но они пока не набрались, и у меня было условие, что набраться они должны за несколько месяцев. Поэтому, ну, я сказала, что если условия не выполнятся, будем уже тогда ждать 4000 подписчиков. Но это будет не скоро, поэтому смысл держать раскраску, тем более там у нее был кончик загнут. Вот, так что одна для Оксаны. Там еще были вот эти плакаты по 19 рублей и с 7% скидкой, они вышли бы еще дешевле. Но я тоже сначала взяла, потом думаю, ну, и вроде копейки стоят, а смысл? Потому что у меня есть один такой арт-плакат, ну, пока он так и лежит. И в прошлый раз я показала вам фломастеры, вот такие вот мазали. 18 штук. Я, кстати, по-моему, сказала 24. Но это только подтверждает то, что даже 18 за глаза хватает. Вот. И я сказала, что они мне, в принципе, понравились. По сравнению, конечно, с ашановскими они чуть-чуть больше протекают, но в целом интересные цвета, и, в общем, я решила взять. Стоили они 49 рублей, но я за них так и заплатила. А сегодня была, соответственно, 7% скидка, и я взяла еще два наборчика. Один набор я взяла себе, один тоже Оксане отправлю. В общем-то, и у меня, и у нее есть разные фломастеры, и подороже, и подешевле, но в нашем деле фломастеров много не бывает. Вот это все уходит и синие цвета, и так далее, поэтому, ну, используем, срисуем. Вот. Ну, соответственно, они меньше 49 рублей получились. Это, как я понимаю, цирк называется. Мазали Creative цирк. Но была еще одна покупочка, я взяла себе. Ну как, взяла себе, потому что, ну, то, что не товарный вид, это как бы ладно, главное содержание, но просто был один вариант. В общем, за 39 рублей я взяла вот такие вот фломастеры Мазали Creative 24 цвета, уже Little Pirate. Они вот были именно буквально вот в таком вот виде. Все порвано, но я посчитала, что здесь, ну, вроде как 24 цвета, поэтому я взяла. Два, кстати, повторяются. Ну, в общем, я вам сейчас покажу выкраску. Я просто вообще счастлива. Внешне они, ну вот так выглядят. Такой вот у них колпачок, в отличие от этих. Но пишущий узел длинный, тонкий, как вот у этих, как у ашановских. Значит, смотрите,
А какая шикарная выкраска. Что здесь больше всего понравилось? Вот эти два цвета. Ну, серо-синий, он попадается в каких-то наборах, безусловно. Но, тем не менее, как мы понимаем, редкий цвет, нужный цвет. Поэтому я просто счастлива. Но обратите на самую редкость. Это вот этот цвет. Он по-настоящему телесный. То есть вот этот можно в икеевском еще наборе встретить, но вот этот оттенок в икеевском нет. Хотя нет, по цвету сам фломастер, видите, как бы похож икеевский. Но, как мы знаем, он на деле оранжевый. И я просто очень рада. Сейчас покажу, который из этого набора. Вот он как бы сам по себе выглядит вот так вот, бледно-желтый, такой типа как пастельный. А на деле вот он телесный, короче говоря. Я прям очень-очень рада. Здесь, ну это у меня такой стикер из Fix Price. Немножко где-то просвечивают, но не протекают. Ну, понятное дело, все надо пробовать. Давайте я опять же возьму арт-йогу, потому что это такой журнал, по крайней мере, раньше многие покупали, как минимум один выпуск наверняка есть у каждого, да, и, в общем-то, хотя бы проще представить. Ничего себе, как я тут фон делала, что даже здесь немножко протекло. Так, где я в прошлом видео-то? Сейчас я найду. Вот. Вот эти вот фломастеры. Я здесь тестировала, кто смотрел. Ну и давайте продолжу тестировать дальше. И заодно как раз посмотрим, что у них с протекаемостью. Не, ну так или иначе наверняка должны протекать. Потому что мазали, все, что у меня есть от мазали, все протекает в той или иной степени. Но могу уже сказать, я очень рада вот этому набору, как и этому. Потому что все это срисуется. Естественно, упаковку я выброшу. Срисуется все. И они сами по себе неплохие. Вот эту бумагу не скатывают. Как известно, бывает и скатывают бумагу, потому что пишущий узел неудачный. Бывает бумага неудачная, поэтому, конечно же, по одной раскраске не скажешь. Вот. Но, как я уже вам объяснила свой выбор, как правило, у большинства увлекающихся раскрасками какой-то такой журнал имеется. И представить легче. Вот еще вот этот зеленый цвет редкий, и вот этот зеленый тоже редкий. Здесь все очень такие необычные цвета. Вот. Ну, есть, конечно, и самые простые, но преимущественно ну вот где-то, где второй раз по одному и тому же месту проводишь, там, конечно же, может немного скатывать. Ну, опять же, у кого много разных фломастеров, тот знает, что в принципе даже вот дорогие фломастеры, они все равно бывают и то же самое и скатывают, и протекают, и просвечивают. Бывают недолговечные. Кстати, Giotto Turbo Glitter, все это было в фамилии. Я хожу в фамилию там у Савеловского вокзала, вернее, ну не совсем, там надо пройти по Масловке, вот это, и чуть-чуть направо. Я не помню, какая там улица, потому что я постоянно хожу, но, короче,
знаете, как уходит, бывает, спрашивают, как пройти, где улица находится. Я в таких случаях всегда спрашиваю, что там находится. Ну, потому что мне так проще ориентироваться, чем по улице. Вот серый, красивый. Сейчас, значит, есть еще вот такой бледно-оранжевый. Ну, он достаточно яркий сам по себе. Ну, вот так вот глядишь. Кстати, отличная идея в плане того, что вот так вот выбирать для выкраски иллюстрацию. И прекрасно. И она будет как бы двигаться. Какой-нибудь синий. Тоже очень красивый. Ой, такой мягкий, классный. Вот. В общем, хорошая покупочка, прям зашла мне. Так, какой еще цвет взять? Давайте вот коричневый. Ну и сейчас, так, еще вот здесь пропустила. Ну и пусть серединка еще. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что с обратной стороны. Ну, вот эти, как видите, протекают больше. То есть вот если сравнивать вот это все, эти меньше протекают, 18 цветов, эти больше протекают. Ну, а уж если взять Ашан 24 цвета, то те вообще бомбические. Все равно самые лучшие. Так. Но в любом случае мне-то без разницы, потому что раскрасок много, я найду, где применить. Ничего не скатывают, все в полном порядке. Ну, сейчас я возьму еще темно-синий. Все-таки сегодня с утра я поняла, что дело в микрофоне. Причем на новом телефоне именно он микрофон определял, но не записывал. А старый телефон записывал, но периодически не определял. По итогу на старом смартфоне, хоть и записывалось видео, там разъем расшатан и неисправен микрофон. Замечательно. Вот. Короче, купила новый. Заходила в Арена Плаза. Вот Боя М1, как всегда. Ну, как, в общем-то, и большинство блогеров берут. Он идет в таком вот пакетике. Ну, конечно, не совсем меня это порадовало. Да, следующая покупка, это была уже в Ашане. Я взяла две ручки Краун. Посмотрите, какие они потрясающие. Мне уже давно не дает покоя желтый там цвет. Изначально не давал покоя. В плане того, чтобы помимо белой ручки использовать желтый иногда. Там два вида, но по идее они не сильно отличаются, и я оставила эту идею. Но стала присматриваться к голубому. Вот, сейчас. Одну я взяла на подарок, поэтому смотрю, тут чернил больше, значит на подарок. Вот. Значит, смотрите, какой нежный цвет. Соответственно, его можно использовать тоже на контур. Не везде белый актуален. Иногда может очень даже пригодиться именно голубой, а он прям нежнейший.
Это серия пастель. P-Blue. Вот так называется. В Ашане авиапарк брала. Там огромное количество ручек Краун. Люрикс вот с блестками, металлик, пастель. Так, ну и, наверное, давайте уже не будем нарушать традицию. И я начну раскраску. Вот эту. Сейчас я выберу и к вам вернусь. Так как время сейчас уже довольно позднее, я встаю сейчас рано, так как мне очень, я рассказывала, нравится темное время суток. Вот. Ну и, соответственно, много прошла сегодня, и много было всяких эмоций. Ну, надо понимать, мне же не очень понравилось, что у меня микрофон гикнулся. Знаете, утешаюсь я только тем, что когда я покупала свой первый микрофон, это не окупалось вообще ни разу. Когда я купила второй телефон, микрофон, это хоть частично окупалось. Сейчас можно порадоваться, что уж, по крайней мере, за месяц он окупается. Вот. Не, ну это логично. Не, ну я просто считаю, что микрофон, ну как бы 1500 это не 6, не 10, не 15 тысяч, поэтому, конечно, я уважаю своего зрителя, и поэтому, поскольку ну, есть возможность купить микрофон, я его покупаю, чтобы было нормально слышно и все такое. Ну, а как сказать, что-то другое, типа стабилизатора для лайф-влогов, но это уже потом, потому что я считаю, что вообще для видео необходима симпатичная картинка, да, чтобы камера более-менее прилично снимала, хотя, понятно, всегда какие-то могут быть косяки, чтобы звук был нормальный. Вот. Ну, а все остальное постепенно, по мере развития. Будет отдача, всегда рада, как говорится, купить. Вот. Неожиданно выбрала эту картинку. Нет, ну, я еду, честно скажу, не люблю раскрашивать, но вернее как, вот вкусняшки мне нравится красить. Ну, потому что сейчас же, знаете, они все яркие такие вот, и как-то проще красить. А вот эту еду типа пицца, вот все такое ненавижу. Ненавижу красить это. 2 раза имела с этим делом, мне не понравилось. Вот. А здесь есть такое. Вот. Ну ладно. Да, у меня голос, конечно, уставший. Ну, я воздухом надышалась. Все дела. С горки каталась. Сегодня, поскольку будний день, народу немного. Все прилично, дисциплинированно. Вот. Тем более это уже была вторая половина дня, поэтому с маленькими детьми, видимо, может, я не знаю, сколько там с ними раз в день, 2 раза гуляют, ну, по крайней мере, совсем маленьких детей не было. Ну, когда там, знаете, родители их запускают вниз, все дела, вот, сами не съезжают. Были в основном подростки, но, как ни странно, все это очень организовано. Вот. Ну, безопасно. Я в этом плане. Я не против, когда на горке много народу. Это даже весело. Просто я к тому, что, к сожалению, это небезопасно. Я на этом, да, сама тут. Вы знаете, что было, поэтому... Вот. В общем, накаталась с удовольствием. Огромное удовольствие просто получила. Можно было совершенно спокойно съезжать, не бояться. Все держали какую-то дистанцию, что верно. Все никак не соберусь в администрацию парка написать. Ну ладно. Будет время, я этим тоже займусь вопросом.
потому что в их интересах объявлять все-таки, напоминать про безопасность по громкой связи. Потому что если кто-то убьется, как говорится, да, им самим будет не весело потом, замучают проверками. Ну вот, я еще пораскрашивала. Здесь уже вот эти полностью раскрасила, может быть, просто потом еще доработаю вот где-то здесь. Ну а само типа мороженое я чисто обозначила цвет для видео. Ну и потом продолжу раскрашивать. Но это уже будет завтра утром, потому что сейчас у меня, честно говоря, уже нет никаких сил. Вот. А завтра нужно будет еще снять лайф-влог и новогодний влог тоже, причем у меня мыльный влог начат. Много чего начат, и все это нужно доснять, доделать. Вот. И начать снимать новое. Ну, потому что хочется много чего рассказать, много чего показать, но в одно видео я не хочу смешивать, потому что действительно интересов много, а это у меня много интересов, да, а кому-то может интересно быть какая-то конкретная тема. Вот, как раз покажу там еще всякие покупочки. Но это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.